Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с пристрастием. И сегодня я расскажу вам подробно о Realme GT 5 Pro. В перспективе я расскажу вам еще про iQOO Neo 9 Pro и... Несмотря на то, что эти смартфоны максимально разные, они одного концерна BBK. Почему этот такой большой и толстый, почему этот такой маленький, вы узнаете чуть-чуть позже. А сегодня вы узнаете, насколько хорош этот смартфон относительно, допустим, того же iPhone 15 по съемке. Почему? Потому что по стоимости они одинаковые. И все, кто вам говорит, что яблоко стоит космос, нет, iPhone 15 в Китае стоит так же, как этот смартфон, может быть, на процентов 5 дешевле. Да, они сделали скидки. Я сейчас не топлю за яблоки. Я просто рассказываю, почему именно с яблоками я сравниваю. С другой стороны, если не по камере, сравнивать это устройство с чем-то из яблочных девайсов как минимум некрасиво. Почему? Потому что 144 Гц экрана, 1 860 000 баллов в Antutu, USB Type-C версии 3.2, и это прям тоже нереально круто. Если говорить про его способности и возможности, здесь есть Televic X3. К сожалению, сюда не запихали направленного микрофона, и здесь довольно скромный ширик. Фронталка научилась наконец-то снимать в 4К, правда здесь только 4К 30 FPS. Субфлагманская плотность пикселей, хотя у нас на руках флагман в 450 ppi. Помимо этого у нас довольно приличный шим, но об этом вы увидите в ролике и узнаете тоже. Разумеется, металлическая рамка, инфракрасный порт, неплохой звук, очень хороший вибро. Зарядка быстрее, чем за 30 минут, притом с 0 до 100%. За 26 секунд запускается Genshin Impact. И вроде бы все в этом смартфоне стало хорошо. Потому что основа снимает классно, телевик вообще волшебный. Как много но, вы как всегда узнаете в ролике. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в коробке из плотного картона. Упаковка хорошая. Кстати, на лайв-канале я загрузил шорт с распаковкой. Но при этом упаковка стандартная, а для тех, кто хочет что-то поинтереснее, на Эль есть лимитированная версия, которая отличается упаковкой и комплектом поставки. В обыкновенной упаковке со смартфоном мы имеем силиконовый чехол, краткое руководство, защитную пленку, которая наклеена уже на смартфон, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, и это эпичный FL, потому что это довольно непривычно в новом смарте видеть такое. И блок питания на 100 Вт. И это тоже странно, потому что мы у Realme видели за 200 далеко. Помните, 240 Вт. Слот у смартфона по 2 нано-сим-карты. Вставить microSD нельзя, что неудивительно. И габариты смартфона 162 на 76 на 9,5 мм. Это по самым тонким частям. А с блоком камер вы сами видите на экране. Вес 218 граммов. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Не забудьте подписаться, кстати, на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Я, к слову, еще открыл YouTube-канал со стримами, где я провожу отдельно прожарки этих смартфонов. И первый смартфон на прожарке был как раз Realme GT 5 Pro. По ссылке в описании можете посмотреть, как мы 2 часа с лишним мучили его вместе с подписчиками. И что он там смог. На лайв-канале также есть запись с Твича. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к смартфону. Полетели. У меня на руках китайская версия Smart. Насчет глобальной версии на данный момент информации пока нет. Но опять же, если даже она появится, я его куплю и расскажу. Приобрести данную модель можно в белой, черной и оранжевой расцветке. В белой расцветке тыльная часть смартфона выполнена под кожу, как и в оранжевой, а в черном цвете тыльная часть из стекла с матовым покрытием. Так как все получали или покупали в оранжевом цвете, я решил купить в белом. Рамки из алюминия, кольцо блока камер из нержавеющей стали, собран смартфон отлично, качество материалов хорошее, ничего не скрипит и не люфтит. Дизайн смартфона по мне интересный, но из-за блока камер можно сказать, что дизайн уже старенький. Ко всему, один из 4 круглых вырезов в блоке камер является имитацией. И не забываем, что точно такой же дизайн был у Huawei Mate 50 Pro. Обзор уже был на канале, разумеется, больше года назад. Несмотря на это, учитывая различные детали в дизайне, выглядит он приятно. RGB подсветки, как вы уже поняли, никакой нет, как в прошлых моделях, и очень даже зря. Чем-то Realme отличались. А теперь получается чистой воды копия. Далее, в руке GT 5 Pro лежит удобно, хотя он довольно тяжелый, грани закругленные. Одной рукой пользоваться комфортно, и при длительном использовании рука у вас может уставать. Повторяюсь, все, что весит больше 200 граммов, нужно привыкать. Здесь особо хочу отметить, что довольно большой люфт у кнопки, что питание, что качельки регулировки громкости. Давно я у флагманов такого не видел, но вот так. С другой стороны, здесь никакой космической защиты от влаги нет, заявлено IP64, все этому радуются, потому что Realme вроде бы раньше ничего не заявляли. Но IP64, откровенно говоря, бесполезна защита
защита от влаги, от легкого дождика. И, разумеется, это точно все будет не гарантийно, сами понимаете. На корпусе расположен разъем USB Type-C OTG версии 3.2, за что огромный плюс. 2 микрофона и капорт, а вот мини-джека нет, как и возможности MSL подключения. Для вывода звука установлены 2 стереодинамика с поддержкой технологии Dolby Atmos. Качество звучания отличное, динамики громкие, но хочу отметить, что встроенного эквалайзера я там не нашел. Может быть, он и есть, но это тоже довольно странно. Хотя всяких настроек с объемом звучания и подобным просто море. Перекос на нижнюю часть по звуку довольно серьезный. Динамики громкие, но не космос. Список аудиокодеков вы видите на экране, их достаточно. Вибромотор линейный, по оси X настраиваемый, хороший, ко всему можно настроить интенсивность сенсорного отклика, но по мне в том же OnePlus 12 вибро покруче. Очень странно, учитывая, что это один концерн, что где-то вибро получше, где-то похуже. Могли бы хотя бы вибро везде одинаковые ставить, да, у OnePlus, Realme, Oppo, iQOO, Vivo и подобных от BBK. Смартфон оснащен AMOLED LTPO дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2780 на 1264 пикселя. Это не супер флагманское решение, к слову. Защита Corning Gorilla Glass Victus второй версии, максимальной частотой обновления экрана в 144 Гц. Опять же, не в интерфейсе, а только в некоторых игрушках и в некоторых приложениях. Для системы максимум 120 Гц. И LTPO здесь обещают до половины Гц, хотя, опять же, счетчик внутренний показывает Гц. Напишите, если где-то кто-то видел, может он это делать или нет. Соотношение экрана к корпусу 94,2%, коэффициент контрастности 5 миллионов к 1 и цветовой охват 100% DCI-P3. Мне очень не нравится, что закругления внизу и наверху у экрана разные и получается разная оборка. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Рамки практически незаметны во время использования, к ним, разумеется, привыкаешь. Имеется поддержка таких технологий, как Dolby Vision, HDR10+, Z-Real и Always On Display. Плотность пикселей субфлагманская, 450 ppi, как, к слову, и в GT5. Пиковая яркость 4500 нит. По моим тестам на 100% яркости экран выдает 1600 люксов, что прям очень круто. А с включенной автояркостью 2500 люксов. И это просто космос. Тест на частоту дискретизации касания выдал довольно средненький результат. Да, в играх сенсорный отклик я бы не назвал лучшим, но он тоже неплохой, тем более настраиваемый. Можно в приложении для игр настраивать отклик вашего сенсора. Можно там и частоту ядер менять, но это, мне кажется, вообще дичь. Я не знаю, кто туда полезет и для чего, потому что при любом раскладе игры начнут тормозить, если только шахматы, чтобы дольше жили. Можно просто режим баланс выставить или экономный режим. Мультитач на 10 касаний откликается очень быстро, DC-диминг в наличии, шим выше 15% поднимается очень редко, что очень хороший результат, учитывая сам экран. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран с поддержкой измерения сердечного ритма, но его разместили низко, и благодаря, опять же, OnePlus мы знаем, что это дешевое решение. Распознаванием лиц, разблокировка ладонью, которая работает иногда прям великолепно, особенно днем, а иногда прям ужасно. Да, нужно, разумеется, смотреть 500 тысяч раз руководство, но в темное время суток она у меня почему-то вообще не работает никак. То есть все эти жесты и все остальное, это довольно неплохо, но достаточно выключить свет в комнате, чтобы была романтичная обстановка, и в этой романтичной обстановке от ладони ваш смартфон не будет разблокироваться так же, как если ладони будут, допустим, грязные. Ко всему, смартфон поддерживать управление жестами, оно работает неплохо, единственное, оно чуть-чуть медленное, но это все мелочи жизни, главное, что они это дело начали реализовывать. Сканер отпечатков пальцев работает отлично, как распознавание лица. Внести биометрические данные одного и того же пальца нельзя, за что отдельный плюс, а зарегистрировать биометрические данные можно только одного лица. Always On Display, разумеется, полноценный и никаких проблем с ним не было. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с техпроцессором 4 нанометра с 8 ядрами. На сегодняшний момент это последний Qualcomm-овский процессор. У него максимальная частота 3,3 ГГц в этой модели. Графический процессор стандартным обвесом Adreno 750. Система охлаждения с испарительной камерой площадью 12 тысяч мм². Больше всех, по-моему, что я обозревал. Интерфейс Realme UI 5 версии на базе Android 14 версии. К слову, мне прилетало аж 3 обновления с момента распаковки смартфона. Это космос. Google сервисы на борту, как и русский язык. Смартфон имеет ряд функций, поставленных на базе искусственного интеллекта, а для игр же используется движок трассировки лучей. Функции выделенной памяти, ко всему есть обновленный режим GT 5.0 с обширным функционалом. Функция прикосновения влажной ладонью и не только. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 или 16 гигабайт. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 гигабайт, 512 гигабайт и можно еще приобрести на 1 терабайт версию. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 7 серии, поддержка 5G сетей с технологией Dual, 4G сетей и ниже. Для 4G сетей 7 на борту, а 20 нет. И 3 бенд, кстати, на борту, как и нет поддержки eSIM. Связь смартфон ловит хорошо, датчик приближения и микрофоны меня не подводили. Bluetooth версии
5.3, NFC-модуль в наличии, MirPay встает без проблем, GPS-тест в городских условиях показывает точность стандартно для Qualcomm 3 метра. И еще раз напоминаю, что мне разблокировал смартфон сам продавец, никаких сообщений о том, что будет блокировка 5G сетей или о том, что симка не должна работать, мне не прилетало. Но я вам несколько раз напомню и в самом начале, и в конце о том, что это возможно. Емкость аккумулятора 5400 мАч, смартфон поддерживает быструю зарядку до 100 Вт по проводу, до 50 Вт беспроводным путем, и плюс он имеет функцию обратной зарядки. Заряжается от родного адаптера питания от 0 до 50% за 12 минут, от 0 до 87% за 23 минуты, от 0 до 100% за 29 минут. У кого-то заряжался за 27, за 28, у кого-то за 30 с лишним. В PC-марке на максимальной герцовке и 100% яркости смартфон выдал 8 часов 30 минут. Это не супер космос, но неплохо. А Work Performance отличный 18 859 баллов. За 1 час просмотра видео на YouTube со 100% яркостью у меня уходит в среднем 5% заряда. В играх за 1 час с одновременным стримингом смартфон съедает 26%. Опять же 100% яркости не в режиме максимум. Genshin Impact запускается спокойно за 25 секунд. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест проходит плохо. 290 гипсов минимально, максимально 467 гипсов и в среднем 327 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 6 в синглкоре 2165, в мультикоре 6583, GPU скоре 14408, 3D Mark показал Wildlife, Slingshot Extreme и Slingshot на максимумы, Wildlife стресс-тест 16000 с устойчивостью в 55%, и это ультра плохо, но с другой стороны без холодильника. Напомните-ка мне, какой смартфон у меня без холодильника отказывался проходить Wildlife Extreme стресс-тест, где устойчивость в этом смартфоне уже 84%. Он был недавно, спойлер. Вантут выдал результат в 1 854 000 попугаев. 45-минутный стресс-тест прошел плохо, но опять же он просто ушел в экономию заряда, когда у него осталось 20% заряда. При том, что здесь нет никаких зарядок, минуя аккумулятор, хотя могли бы реализовать. Вот я третий эшелон ругаю, а с другой стороны, в каких-то девайсах за 20 000 рублей у них есть функция заряда, минуя аккумулятор. Это прям круто. Переходим к камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и двойной LED-вспышки. Основной сенсор Sony LYT-T808 с оптической стабилизацией, апертура 1.7 на 50 мегапикселей, 8-мегапиксельный сверхширик Sony IMX355 с углом обзора в 112 градусов, это печаль, и апертурой 2.2. И телевик с перископом Sony IMX890 на 50 мегапикселей с апертурой 2.6, оптической стабилизацией и 2.7 кратным оптическим зумом. Запись видео доступна в максимальном разрешении на основном сенсоре 8К 24 FPS и 4К 60 FPS. Сверхширик снимает максимум в 1080p 60 FPS, телефотосенсор максимум 4К 60 FPS. При переключении между сенсорами можно заметить значительную разницу в цветопередаче. И плохо, что они это до сих пор не победили, хотя обнову было уже много. Но этим грешат очень многие флагманы, скажем честно. Фронтальный сенсор на 32 мегапикселя находится по центру в верхней части экрана в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео у него 4К 30 FPS, но нет 1080p 60 FPS. И это очень странно. То есть у вас есть 1080p 30 FPS, 4К 30 FPS и 720p 30 FPS. Фильтров, шаблонов, вспомогательных функций, технологий, режимов для фото и видеосъемки более чем достаточно. Внимание достойно только основной сенсор и телеобъектив, что не скажешь про сверхширик, который встретишь и в прошлых моделях. Короткие примеры вы сейчас увидите, как и сравнение с iPhone 15. И 4К 60 FPS, iPhone 15 против Realme GT 5 Pro. И почему такая история, что iPhone 15 против Realme GT 5 Pro? Потому что ценник все-таки близкий. Понятно, что GT 5 Pro можно приобрести дешевле на процентов так 20. Но если не заморачиваться, то в яблоке можно уходить на улицу, здесь нельзя. И но у яблока его нет. Ну, кстати, сейчас подождем секунд 5. Вы насладитесь картинкой. Потом мы с вами придем на телевизоре на X3 по iPhone. Ну вот если вы будете в X3 в зуме снимать 4К 60 FPS на яблоке, то будет такая картинка. Если будете через телевик, вот сейчас телевик получается Realme работает, то вот такая. Что вам больше нравится? Я вам сказать не могу четко, что, вот, допустим, я вижу, что лучше на здании надпись или Burger King, потому что на компьютере это все может быть по-другому. Но неоспоримый плюс у яблока, что он может делать вот так. И он не позволяет это делать. Вот это X6,
Фронталка 4К 30 FPS против 4К 60 FPS у яблока. Солнце бьет мне в лицо сейчас. В целом и тот, и другой смартфон неплохо справляется, но оценить на экране смартфона, повторяюсь, первое я не могу, а второе это неразумно. 4К 60 FPS, съемка с двух рук, и вот так вы сможете себя снимать в лифте с iPhone 15, либо с Realme GT5 Pro. Неплохо, неплохо Realme, хотя опять же это мне так кажется, потому что главное потом увидеть все это дело, где правильно ультрашейк может перейти, лучше не переходить, на компьютере. Вам что больше понравилось? И 4К 60 FPS против 4К 30 FPS, улица, фронталка. Вот так сможете себя снимать на эти два смарта. По мне, когда сравнение, максимально интересно. Когда не сравнение, кажется, что вроде бы все норма у кого-то, правильно? И напоминаю, что на яблоке сейчас тоже в Китае распродажи лютые. Почему? Потому что не покупают их, скорее всего, в тех объемах, в которых они надеялись продавать. Еще немного 4К 60 FPS. Лицо в заморозке. Дикция нарушена. И натуральные цвета на яблоке. Однозначно. «4К 60 FPS, ночь и iPhone 15 против GT5. Притом, смотрите, по мне это все плохо у iPhone. Притом я хочу отметить, что вот сейчас я протер еще раз линзы. Разница огромная, то есть не забываем протирать, получается. И у GT5 Pro еще здесь и направленный микрофон, то есть все-таки они позиционируют себя с попыткой быть камерафоном. С другой стороны, зачем они тогда такой ультраширик сюда запихали? И сейчас, вот допустим, у меня уже была такая история, я рассказывал, как iPhone 15 выигрывает у Vivo X100 Pro, и когда я смотрел, опять же, при съемке так и было. Но магия оказалась в том, что когда я скинул это все дело на компьютер, iPhone 15 Vivo X100 Pro по видео слил по полной программе. Может быть, ночью в каких-то моментах он был лучше, но в основном хуже. Здесь у него отличительная особенность и огромный плюс. С одной стороны ультраширик, но вглядитесь опять же у iPhone, что этот ультраширик с безумным количеством шумов. И такое видео, наверное, вы вряд ли где-то сможете использовать. Если говорить уже о ночной съемке стандартной, вот здесь. И напоминаю, что все эти локации Ctrl-C, Ctrl-V, просто бешеное количество смартфонов, и я везде провожу их одинаково. Если говорить о, допустим, сложности, ну, мне кажется, что здесь довольно сложно. Вот X18 Луна была на GT Pro, X6 Луна на яблоке. Давайте. Но это, опять же, не лунный режим фото-видео. Ладно, все это мелочи жизни. В X1 и тот, и другой смартфон, если, допустим, подвигать, вы видите, как что отрабатывает. И я не знаю, я говорю, я не могу делать суждение до того момента, пока я не выгружу все это дело себе на компьютер, потому что сейчас непонятно кто. Ну, понятно, что зайцы больше ловят яблоко, по мне. Опять же, это в итоге может оказаться цифрой. Упростим историю для смартфонов. Это 4К уже 30 FPS. По идее, ночью, не по идее, а с точки зрения физики, ночью им снимать легче будет. И насколько им легче снимать, и насколько кто справляется, и фронталка в 4К 30 FPS на, получается, Realme GT5 Pro и на iPhone тоже в 4К 30 FPS. Ну что Vivo делает? Vivo делает меня моложе, спасибо ему за это. А с другой стороны подсвечивает, с третьей яблоко по мне очень много шумов добавляет. Нужно смотреть потом исходники. Кстати, исходники видосов с GT5 Pro.
Я почти все скинул себе в телегу, и я сейчас делать буду грамотно. Я буду докидывать. Под левым глазом у меня покраснение. Это от шлема. Когда я его снимаю, постоянно цепляюсь. Так что, чем лучше вы его видите, тем лучше смартфон снимает. Теперь 4К 60 FPS на яблоке, 4К 30 FPS на GT. Вот так вы сможете снимать ночью на GT и на яблоко. А еще скоро будет Ace 3. А еще мы это все дело будем прожаривать. Точнее, GT5 Pro я прожаривал. Есть отдельная прожарка на отдельном канале. Я теперь буду прожаривать смартфоны. Это параллельно отвечать вам на вопросы. И если вы собираетесь потратить 60-80 тысяч на китайский смартфон, лучше прийти и спросить в режиме реального времени все, что вас интересует. Потому что если я не отвечу, во всяком случае другие пользователи ответят. Это раз. А два, это как определенного рода NLP, нервно-лингвистическое программирование, когда вы говорите проблема у GT5 Pro, я не знаю, сейчас скажу там то, что мне не нравятся прямые грани, или еще что-то. А по факту проблема GT5 Pro две огромные. Первая — это то, что китайская версия блокируется, и может быть даже при разблокировке вашим продавцом, если вы ему не доверяете, быть заблокировано в перспективе, и ваши покупатели об этом будут знать. А второй момент, когда она выйдет на глобалку, это дело будет стоить конских денег, вы это увидите еще в резюмирую, если я это дело не забуду, но я думаю, не забуду. Во всяком случае, фронталка как снимает, вы запомнили. 4К 60 FPS, съемка с двух рук, и вот так вы будете снимать ночью довольно тривиальные объекты. Я часто здесь снимаю, постепенно GT настраивается, но не особо оно настраивается, ладно, если честно. И вот так. Да, работает GT5 Pro с светом. Желает лучшего. Опять же, возможно, я не прав. Возможно, вы потом в ролике увидите что-то другое. Напишите. Вроде как адаптировался к свету. Сейчас шумов даже меньше, чем у яблока. А вроде и нет. Ну что же, начнем с самого простого. Это основной модуль у нас. Здесь iPhone, здесь у нас Realme GT5 Pro. Лифт, максимально неприятная локация для фото. И здесь видно, что Realme захотела меня нарисовать. И, наверное, лучше вот такие шумы, чем вот такой глаз. Это, можно сказать, все, что нужно знать по поводу фото. С другой стороны, нарисовала еще и волосы. И, в общем, целом и частности, что оно пытается сделать, как и за счет чего, теперь понятно. Но не буду нагнетать, потому что в каких-то моментах, если смотреть, наверное, в общем плане и не знать, как я выгляжу, то вот это вот дело выглядит лучше. Если знать, то можно понимать, что так меня еще никто в лифте не рисовал. Здесь немного некорректное сравнение. Это все-таки у нас фоторежим с портретным, но мне было бы интересно, и мне интересно и было, сделать фото при супер ярком солнце. И я вам скажу, что здесь на фронталке, не сложало вообще никоим образом Realme. Может быть, местами совсем чуть-чуть, но в целом понятно, что цвета перекрутила. Понятно, что, кстати, рубашка плюс-минус у всех одинакового цвета. Если посмотреть по границам, как она вырезала даже волосы, неплохо. То есть, да, здесь захватило как-то странно, здесь странно, но главное, уши не срезала и с глазом ничего не сделала. С яблоком, как всегда, он делает все как чуть-чуть в дымке. Я не знаю почему, мне не важно, но я знаю, что с этой фотографией я могу много чего сделать. Потом с этой фотографией немного можно сделать. Здесь у нас фото движущихся объектов, и насколько хорошо один и второй смартфон справился, вы видите, все это было в автомате. Если говорить про качество картинки, здесь по мне даже лучше у Realme. Прям лучше. Вот смотрим у нас 35 мм. Стандартный ISO 50, апертура 1.7. Просто классный качественный снимок. Но по цветам вот эта вот зелень у Realme, она чуть-чуть перекручена. Может быть, вы не видите, но во всяком случае я советую вам скачать все это дело в исходниках в моей личной телеге и потом рассмотреть. И если брать по деталям, я бы сказал, что плюс-минус одинаково, и тот и другой смартфон справились классно, никаких замыливаний по краям, все это вот со стоковой камерой, и молодцы, и то и другое
более чем достойные снимки. Я говорю, когда мы уже рубимся по поводу камерафонов, что лучше, что хуже, нужно всегда помнить, что смарты уже перешли ту грань, когда человек, который не разбирается, он реально не увидит чаще всего даже разницы. И чаще всего ему понравятся как раз те смарты, которые его дорисовывали и добавляли контрастности. Хотя, опять же, с динамическим диапазоном у Realme не всегда все хорошо, но по работе с цветами лучше, чем у некоторых. И зафиналить я бы хотел, повторяюсь, тем, что вот сейчас вы видите 3 фотографии, 1, 2 и 3. Вот так может фотографировать великий и ужасный Realme GT5 Pro. Кому этого не хватает, ну я не знаю, вам уже, наверное, надо идти куда-нибудь и покупать не то что камерафон, а ближе там Sony FX3 с хорошей оптикой по 300 тысяч. Все фотовозможности у BBK-евских и Xiaomi-шных флагманов, они очень крутые. Если есть еще и прямые руки, то здесь плюс-минус все одинаково, особенно с этими сенсорами и супермощными процессорами. Если все откалибровать, если все под себя подстроить и научиться фотографировать, у вас все будет классно, потому что по деталям они справляются на 100%, а все остальное ручками настраивается. Так что у всех блогеров скачиваем исходники тех или иных смартфонов, и Realme GT5 я ставлю 5 за передачу цветов, потому что из всей BBK-евской конторы, по мне, они реальнее всего справляются с передачей цветов, не перекручивая. Поэтому они чаще всего проигрывают во всяких голосованиях всяким Vivo. Почему? Потому что они не так сочно передают картинку, хотя она вот такая, которую вы видите сейчас. И за это им огромное спасибо, они в этом смысле молодцы. Ночь 4К 30 FPS. Если вы думаете, что это не очень хорошая съемка, то посмотрите любые ночные съемки от Infinix или Tecno за любые деньги. Да, шумы есть. Да, не идеально, но неплохо. Модуль основной. Это 4К 60 FPS, разумеется, все темнее. Прыгает освещение. И вот так сможете снимать иксы X18. — 4К 30 FPS в HDR. Ночь. Режим HDR работает только в 4К 30 FPS. Вот так сможете снимать. Ну и фронталка 4К 30 FPS, ночь, подсветка сейчас включилась, 0.8, X1, то есть 2 варианта, как можно снимать. И 0.8 1080p 30 FPS, почему-то 1080p 60 FPS нет, X1. Тоже удобно. Можно параллельно делать фото, но уходить на основу нельзя, даже с 1080p. И это до этого была врублена ретушь, хотя я ее отключал. Rolling Shutter. Я вижу Rolling Shutter, надеюсь, что в записи его не будет. Смотрите, 4К 60 FPS. Проверяю, как мы переключимся на телевик. И мы не переключаемся почему-то с основного модуля на телевик при зумировании. Я не понимаю почему, но может мне кто-то объяснит. Сейчас 4К 60 FPS, телевик, и не переключиться на него с телевика на основной модуль. И это тоже очень странно. И если с основного модуля максимум X18, вы видите качество, то с телевика зумирование также максимум X18, вы тоже видите разница космос. 1080p 30 FPS, ультраширик, разумеется, это считайте как заглушка, учитывая качество. У него тоже, кстати, X18. Очень странные дела. Притом я не вижу, чтобы он особо хуже зумировал. Ну что же, 4К 60 FPS, основной модуль, и я вам скажу, что с камерой что-то странное творится у этого смартфона, но я думаю, вы и сами видите, притом со всеми модулями. Если говорить о съемке, то, разумеется, будет еще обзор одним кадром, один большой, на лайв-канале, там никаких темных очков. Но единственное, я хочу отметить, что, разумеется, смартфон уже обновлен по полной программе, на 100% заряжен, прохладный, не после каких-то тестов. Поэтому очень странно, что с ним творится. Не скажу, что все ужасно, но волшебным не похоже на волшебный камерафон, правда? И телевик.
X3 лифт. Опять же, я не знаю, как это будет на экране у вас. Может быть, все будет лучше, чем у меня, может быть, хуже. Я вижу неплохо. Снимаю вот сейчас на телевик. Я все время забываю включать здесь фронталку на 4К 30 FPS. Потому что 1080p 30 FPS, я думаю, ну дальше нет, а дальше есть. Вот это 4К 30 FPS. Непонятный роллинг шаттер. Я уже пересматривал, у меня есть роллинг шаттер на многих фронтальных видеозаписях. И непонятная дымка, вообще не понимаю, откуда она. Потому что дымки нет. По идее, он должен справляться с таким освещением. Но ему надо вот прям идеально, чтобы мне в лицо солнце било. Притом здесь оно не какое-то космическое. 4К 60 FPS, основной модуль, съемка с одной руки. Я хочу отметить определенный момент, что до почему-то того момента, когда мне надо было бы, чтобы он разблокировался рукой, он не разблокировался. То есть у меня были проблемы с этим. Сейчас, ввиду того, что я в шлеме и Face ID не работает, еще и в очках, совершенно свободно отрабатывают жесты. Я не знаю почему, но во всяком случае это хорошо. Вот так вы сможете снимать в движении в 4К 60 FPS с одной руки. Телефон не легкий, но по мне картинка довольно плавная. Насколько хорошо отрабатывают микрофоны, вы слышите, смарт в чехле. Был, наверное, в 40 сантиметрах от меня, теперь он, наверное, в 10. И вот так вы сможете снимать. 4К 60 FPS, сенсор, конечно, очумевает от переизбытка света. Почему? Потому что когда ты запускаешь камеру, он довольно долго думает. Где-то 2,5 секунды у тебя белена. И иксы. Напоминаю, что почему-то вот основной модуль. Мы не переходим на телевик. Но может быть со временем они это дело допилят, либо это где-то в настройках надо включить. Я еще не встречался с такой штукой. Вот сейчас мы снимаем на телевике, и очень странно, что нельзя с телевика уйти на основной модуль. Какая-то тоже дичь. Я понимаю, еще с ультраширика, тем более они снимают в 4К 60 FPS, что один, что второй. Очень странные дела, как говорится. И 4К 30 FPS, фронталка в тех же условиях. Сейчас получается в лицо мне солнце. До этого солнце было не в лицо. И X1. 4К 60 FPS, торговый центр. И вот так вы сможете снимать те или иные объекты. Вот смотрите, автофокус довольно плавненько работает. Но мне не нравится, как у него динамический диапазон настроен. Мне кажется, недостаточный. И работа со светом не лучшая, что я видел. Хотя, опять же, лампочки здесь не особо приятные. Если по поводу цветов, то передает, как я на смартфоне вижу. Нет, он желтый выкручивает, конечно. Чуть-чуть. Немного фудблогинга, и я бы не сказал, что смарт хорошо справляется. Во всяком случае, я вижу, что не очень все волшебно. Хотя все относительно. Много жирности. Not you. No people. Thank you. Вот так. И 4К 60 FPS под тай стандартный с креветками. Вот с ним получше, конечно, чем с рисом. С рисом печальная картина по мне. 4К 60 FPS, мой любимый рынок. Я думаю, что если смотрите мои ролики, ваш тоже, что индустрия красоты здесь просто развивается семимильными шагами. Намного быстрее, чем продажа вещей. Вот так сможете снимать при недостаточном освещении. Стандартный двуэкранный режим. Ну-ка, кружочек можно менять, можно X6, X3, X1. Много видео без сравнений, 4К 30 FPS, роллинг шаттер. И вот так вы сможете себя снимать, если не сравнивая с яблоком, в 4К 30 FPS. Вполне, скажем так, достойно, особенно если хотите выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Потому что качество фронталки вас молодит.
Минусы: нет 20-го бенда, фронтальная камера не топ, стандарт защиты мог бы быть и лучше, низко размещен сканер отпечатков пальцев, дешевое решение сделать имитацию камеры и возможная блокировка вне Китая. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Я добавил своего продавца, это был 4-й человек, который мне согласился отправить смартфон, потому что 3 предыдущих мне сказали, что блокировку они на 100% обойти не смогли и что готовы предоставить только код, но гарантии того, что у меня будет смартфон работать, они мне не могут представить. Поэтому если вы что-то там и решите, продавцу нужно 1000 раз написать и уточнить, что если будут проблемы, чтобы это были его проблемы, а не ваши. При любом раскладе, правда, это будут в итоге ваши проблемы, но вы хоть как-то подстрахуетесь. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании к видео. Напоминаю, что на канале Польза.нет стримы есть 2-часовая прожарка этого смартфона, скоро там появится прожарка OnePlus Ace 3 и iQOO Neo 9 Pro. Хотя все зависит от вас. Будете подписываться и приходить, буду жарить. Возможно, сделаю обзор одним кадром. Напишите в комментах, интересно вам или нет на GT5 Pro. Резюмирую. Первое. Для чего вам может быть нужен этот смартфон? Предположу, для игр. Но для игр по мне лучше и дешевле iQOO. Второе, для видеосъемки. Но для видеосъемки лучше Vivo X100 Pro. Это все, кстати, концерн BBK. Какой здесь основной подводный камень? Две причины не купить этот смартфон. Наверное, поэтому большинство людей смотрит мой канал. Чтобы найти причины чего-то не покупать, лучше идти ко мне. Первое. Блокировка. То есть я сейчас добавил в ссылке в описании продавца, который мне божился просто, что он разблокированный и блокироваться не будет. Никакие сообщения мне не прилетали, никакие коды блокировок мне не приходилось вносить. Но будет ли это так у вас? Что произойдет через месяц? И самое главное, любой, кому я буду продавать этот смартфон, посмотрит мой ролик и будет знать, что... Друг, он же может быть заблокирован, ты мне скидочку сделай. Вы понимаете, да? То есть вы, покупая смартфон за 500 с лишним долларов, будете взрывать себе мозг, а не заблокируется ли он. Второй момент, это китайщина. Все равно всю вы ее не вынесете. Третий момент, автономность. Она все равно не суперская, и в реальном режиме использования вам никто не скажет, как он у вас будет себя вести. Может, вам нужна прям беспредельная его яркость, и в этом сценарии использования он может у вас разряжаться и за часа 4. У меня про iQOO Neo 9 уже человек писал, что у него он супер быстро разряжается. Да, если выставляешь максимальную герцовку, много играешь, еще и снимаешь в 8К или 4К 60 FPS, эти смарты на максимальной яркости, а вы видели, какая она, очень быстро разряжаются, это неудивительно. Второй момент, почему не стоит покупать, вы скажете: Саня, так выйдет глобалка, и я побегу его приобретать. Так вот, как только выйдет глобалка, магия будет в том, что стоимость этой глобалки будет выше, чем, допустим, тот же S23 Ultra. Потому что S23 Ultra сколько у нас? 70 стоит. Притом я за Samsung не топлю. И таких альтернатив просто море, что можно приобрести за меньшие деньги, чем это будет дело в глобале. А я прям даже боюсь представить, сколько они в российских магазинах поставят ценники. То есть, с одной стороны, китайка может быть заблокирована, глобалка будет стоить космос. Есть много смартфонов у BBK, которые снимают лучше Vivo. Есть много смартфонов от BBK, которые не имеют закругленные края и в играх будут лучше, и они дешевле. Это iQOO. Это опять же мое субъективное мнение, то есть я вам его просто рассказываю. Про особенности. Но вот самое интересное, смотрите, если постараться это дело продать, можно сказать, что вот они завезли защиту от влаги. IP64, серьезно? Это не защита от влаги, это... куром насмех. Если говорить про, допустим, зарядку, ну у нас была на 200 с лишним ватт, 240, стало 100 ватт. Хорошо, но все равно заряжается быстро. С одной стороны появилось что-то хорошее, с другой стороны ультраширик никакой. Помимо ультраширика никакого у нас еще плотность пикселей, не шутя, не флагманская. Помимо этого 144 Гц у нас только в играх, и то в некоторых, и то только в китайских. Если вот так постепенно копать, то желание... что-то прямо рассказывать про этот смартфон отваливается. Почему? Потому что хотелось чего-то другого. Либо больше упора на камеры, которые, разумеется, допилят, либо второй вариант развития событий в игры. С другой стороны, если вам Realme GT вся линейка нравилась, то эта штука мощная, классная, будет допиливаться, программное обеспечение вау, там интересно ползать. Они идут в правильном направлении, потому что никаких космических каких-то цен я тоже и не вижу. Мы все помним, что у нас сейчас не 70 рублей за доллар, если бы был 70, то этот смарт бы стоил 1036. В целом, смартфон классный.
Я не могу сказать, что он меня как-то дико порадовал. Все будет зависеть от того, как они будут их блокировать. Если мой девайс не заблокируется, я буду этому очень рад и, наверное, советовать смогу его больше. Пока, как я знаю, у людей, у блогеров, которые их покупали, они блокировались. Это плохая история. У меня не получилось купить блокированный. Может быть, это и хорошо. Хотя я продавцам писал, плевать вообще, посылайте, будет заблочен, не печаль. Когда вы это все слушаете, я надеюсь, что вы примеряете на себя и думаете, нужны ли мне эти проблемы. Я думаю, они вам не нужны, но буду безумно вам благодарен, если вы подпишетесь на канал с колоколом, напишите в комментариях, на что еще сделать обзор. Все, что я мог, максимально подробно я рассказал. Девайсу от меня, как девайсу, однозначное да. Для тех, кто знает, что он покупает и зачем, однозначное да. Для тех, кто планирует покупать первые флагманы, не понимают, как удалять китайские приложения, какие могут быть проблемы с оповещениями, как налаживать автономность в супермощных смартфонах, однозначно пока нет. Есть что-то подешевле. Тот же есть iQOO Neo 9. Без приставки Pro он стоит меньше. И по возможностям я бы сказал, что совсем даже не хуже. В каких-то моментах, разумеется, он проигрывает, но не во всех. Пишите, кстати, интересен ли вам еще обзор одним кадром, где я обычно хожу и на основной модуль снимаю. Мотивируйте и получите контент с максимальным разбором устройств. Добра и удачи вам, дорогие друзья!